Итак, всем привет! Меня зовут Валентина Литвинцева, я преподаватель английского языка, и сегодня хочу рассказать о том, как эффективнее запоминать слова. В принципе, запоминание достаточно индивидуальная вещь, кому-то вот это заходит, кому-то не заходит, но есть общие принципы того, что заходит всем. Итак, самый главный первый совет – учите слова в контексте, либо в ассоциациях. Наш мозг работает таким образом, что когда вы выписываете отдельное слово, то есть он считает это не особо важным и забывает это слово. Возможно, кто-то это замечал, что вы выписываете кучу слов, там, когда смотрите какой-нибудь фильм или книгу, на следующий день большую половину вы не помните. Поэтому выписывайте лучше его в каких-то маленьких предложениях, либо создайте ассоциацию. То есть это может быть что-то смешное, что-то забавное, либо вы можете сделать ассоциацию слов, например, по каким-то, не знаю, звуковым характеристикам. Например, я когда-то запоминала два слова impact и influence, потому что они, во-первых, оба начинаются на одну и ту же букву и, собственно, означают почти одно и то же. Еще один очень важный совет для того, чтобы запоминать слова. Старайтесь в самом начале, когда вы изучаете языки, либо, не знаю, на текущем этапе, выучить суффиксы образования слов. И что делать дальше, когда вы, например, записали какое-то новое слово в контексте, что делать дальше? Очень важно запоминание и повторение. То есть, как мы повторяем слова. Например, вы посмотрели какой-то фильм, прочитали, там, не знаю, какую-нибудь статью и выписали несколько слов. Если вы хотите их запомнить и перенести в долговременную память, то первое, вам нужно повторить слово после того, как вы посмотрели фильм, либо что-то прочитали, то есть просто глянули свои записи, этого достаточно, в идеале проговорили, придумали какое-нибудь предложение. Второе, через пару дней вам нужно снова зайти в ваши заметки и сделать то же самое, то есть посмотреть, ага, вот это то, придумать в идеале какое-нибудь предложение снова, попробовать его проговорить в речи, супер. И затем сделать то же самое примерно через 2 недели. И, как правило, это слово у вас перенесется в долговременную память. Что делать, если вообще ничего не запоминается? То есть, например, вы уже долго учитесь, но вроде бы одни и те же слова, но вы никак не можете их запомнить. То есть, опять же, здесь лучший, самый классный совет будет поставить цель, в течение дня использовать вот те слова, которые никак у вас вообще не запоминаются. То есть, опять же, либо с учителем, либо, не знаю, если вдруг вам повезло, у вас есть человек, с которым вы можете пообщаться. Опять же, можете использовать приложение HelloTalk, то есть найти человека, с которым вы просто будете чатиться, может, там, голосовыми сообщениями. Поставьте цель, что вот эти слова в течение дня вам нужно каким-то образом в контексте использовать. И то есть вначале, может быть, вам нужно будет постоянно там смотреть ваши записи, пытаться вспомнить это слово, но постепенно вот эта связь между словами, то есть и нейронами, она укрепится, то есть появится вот этот миелин, он станет намного толще, и поэтому импульс будет проходить быстрее, и вы будете вспоминать слово практически сразу. Но очень важно, чтобы вы произносили эти слова вслух. То есть, когда вы вообще что-то учите, обязательно делайте это вслух, потому что очень часто люди говорят, что, я же учил, но что-то вышел и такой... Как раз это происходит, что люди чаще всего тренируют что-то, что они учат, про себя. В языках очень важно говорить это вслух, потому что это немного другой навык. А очень часто люди спрашивают, допустим, как ты знаешь столько языков, как ты вообще их учишь, это же нереально. Но вот здесь как раз работает вот эта фишка, что чем больше ты учишь, тем легче тебе это дается, потому что вот эти вот как раз связи, неважно, какой язык вы изучаете, принцип заучивания слов один и тот же. То есть, по сути, вы гоняете по одним и тем же аксонам, то есть вот эти нервные импульсы, и есть такая штука, называется миелин, это такая оболочка вокруг аксона. Чем толще она становится, тем быстрее проходит импульс, и вы вспоминаете слово. И собственный пример, как-то мне пришлось учить китайский язык, когда я работала в Китае. Это была вынужденная мера, потому что никто абсолютно не разговаривал на английском языке, а мне нужно было как-то общаться с людьми. И поэтому я выучила его примерно где-то на уровень А1, будучи там. То есть это какие-то общие слова, фразочки, затем на А2. Потом мне понравился китайский язык, я стала его изучать. И через какое-то время мне захотелось начать изучать французский, чтобы петь песни на французском моего любимого исполнителя. И
Я помню, что было очень забавно, что когда я начала учить французский, у меня резко активизировался китайский, я стала вспоминать какие-то фразы вообще, которые я не использовала 1000 миллиардов лет, и я вообще уже о них забыла. И то же самое было затем, после французского я начала, ну, чисто так для общего кругозора учить испанский, и получилось то же самое. Испанский как-то шел у меня чуть-чуть так со скрипом, зато активизировался французский, то есть я стала вспоминать все какие-то местоимения французского языка, но при этом, когда у меня был именно французский, то ты такой parler français. Еще в запоминании слов классно работает чтение книг каких-то длинных, либо просмотр сериалов. То есть почему это работает лучше, чем, например, фильмы или короткие рассказы? Герои, как правило, одни и те же, и у всех людей есть какая-то склонность к использованию какому-то определенному набору слов. И поэтому, если вначале, например, вам будет сложно воспринимать вообще речь, то есть вы не знаете это слово, это, то затем с каждой серии или с каждой новой страницы вы будете натыкаться на те же самые слова, и поэтому они у вас уже очень быстро запомнятся постепенно, и у вас уже не будет, ну, вот такое ощущение, что вам вообще ничего не понятно. Поэтому в этом плане сериалы и какие-то книги, ну, более длинные работают лучше, чем что-то короткое. Также советую использовать разные приложения для запоминания слов. Мне, например, недавно очень понравилось приложение HelloTalk. Там есть опция «Слова», и вот там очень много разных категорий, категорий по темам, там, не знаю, еда, отношения, растения и прочее. И там очень-очень-очень много классных вообще способов, чтобы запомнить слово. То есть где-то нужно что-то перенести, написать, произнести, там, не знаю, кликнуть на картинку. И все вот это идет подряд, одно за одним, одни и те же слова. И, ну, на самом деле тренируется очень круто вокабуляр, поэтому советую попробовать. Затем, ну, немного избитый, конечно, вариант, но очень-очень-очень-очень действенный — это карточки. И есть два варианта, то есть вы можете сделать собственные карточки, прямо вырезать, написать самому, с одной стороны перевод, с другой стороны, там, не знаю, само слово и произношение. И в этом случае, опять же, так как у нас 70% мозга поточено под движение, то когда вы вырезаете эти карточки, пишете эти слова, потом, не знаю, вытаскиваете, вы прикоснулись, и в этом случае вы будете запоминать слова намного эффективнее. Но опять же, есть куча приложений, где вы просто забиваете слова, которые вам нужно, то есть скрываете приложение и начинаете, там, не знаю, открывать карточки и их, ну, как бы повторять. Еще старайтесь визуализировать слова, которые вы изучаете, особенно если это предметы. То есть вам нужно прямо вот образно создать какую-нибудь там картинку, например, как там выглядит слон, или даже абстрактные слова, например, любовь или еще что-то. То есть когда вы начинаете визуализировать, то это очень сильно помогает запомнить слово. Еще один совет – это эмоции. Очень важно, что когда вы изучаете языки, у вас не должно быть такого настроя, как будто ненавижу этот язык, у меня ничего не получится, это полный отстой. Вот такого не должно быть, потому что в этот момент у вас выделяется кортизол, это, ну, скажем так, гормон стресса, и в этот момент у вас мозг просто вырубается, он не может запоминать. Но есть нейромедиатор дофамин, то есть дофамин – это то, что создает такое вот ощущение: я выучил слово, я его вспомнил, я смог его сказать, и вам хочется выучить что-то еще, узнать что-то еще, вот как раз это дофамин. Поэтому, когда вы изучаете языки, что-то запоминаете, старайтесь, чтобы вокруг вас была какая-то приятная обстановка, либо то, что вы изучаете, там, смотрите фильмы или с кем-то разговариваете, чтобы это было интересно. Ну и самый лучший вообще способ запоминать слова, когда вы запоминаете их конкретно общаясь с каким-то человеком. То есть, например, вы не знаете какое-то слово, но по контексту поняли, что он говорит об этом. И, например, спрашиваете, типа, а вот что ты сказал вот это слово? И он начинает вам пояснять, и ты понимаешь, например, что он говорит, не знаю, там, про потолок. И затем, то есть ты сначала услышал слово ceiling, затем, например, ты его увидел в словаре, типа, оно так пишется, вот это поворот. И плюс, так как вы общаетесь с реальным человеком, это огромное количество информации невербальной, то есть около 70%, то есть жесты, мимика, все это считывает наш мозг, и поэтому, как правило, ту информацию, которую вы запомнили, то есть непосредственно с реальным человеком, а не где-то там в книге или, не знаю, в фильме, она запоминается намного лучше, так же, как вот я рассказывала про ситуацию с Китаем.